Принц Гарри уже в Киеве. Он сошел с ночного поезда, прибывшего из Польши, на Киевском вокзале утром 23 апреля. И это подтверждают сразу несколько крупных медиа, ссылающихся на кадры его прибытия и слова сопровождавших журналистов. Это не случайный жест и не пиар-тур. Гарри последовательно возвращается в Украину именно тогда, когда внимание мира начинает рассеиваться. В сентябре 2025 года он уже приезжал в Киев по приглашению украинского правительства. Тогда он обсуждал с премьер-министром долгосрочную помощь в восстановлении страны и расширение программ реабилитации раненых военнослужащих через его фонд Invictus Games Foundation. Еще раньше, весной 25-го, он появлялся во Львове, где посещал центр Супергуманс и встречался с украинскими военными, потерявшими конечности на фронте. Именно там, за закрытыми дверями госпиталей, а не в официальных залах, формировалась его нынешняя повестка – помощь тем, кого война калечит, но не ломает. Сейчас он возвращается в страну уже как опальный принц, формально дистанцированный от королевской семьи, но продолжающий использовать свой статус как оружие внимания. Он выходит на перрон Киевского вокзала. Вокруг усиленная охрана, представители украинской стороны и журналисты британского телевидения ATV, которые сопровождают его с поезда. Первая фраза, которую подхватывают медиа: «Приятно снова оказаться в Украине». Короткий сигнал для тех, кто следит за боевыми действиями издалека. Он здесь не в первый раз, и это не одноразовая акция. Но самое интересное в этой истории не сам факт визита, а то, что звучит в его формулировках. Гарри подчеркивает, что хочет напомнить людям дома и во всем мире о том, через что проходит Украина, и поддержать тех, кто работает в самых тяжелых условиях. Это уже язык не монарха и не дипломата, а человека, который понимает цену медийного внимания к затянувшейся войне. Чем меньше новостей с фронта в западных сетях, тем сложнее Украине выбивать поддержку. За кадром его поездок встречи с ранеными, обсуждения протезирования, реабилитации, психологической помощи. И все это выстраивается в сеть проектов, связанных с Invictus Games и партнерскими фондами. Чтобы понять, почему именно сейчас он снова появляется в Киеве, нужно вспомнить ту закрытую связку интересов, которая формировалась еще в 25-м. Тогда, после его предыдущего визита, британские и украинские источники сообщали: поездка шла по прямому приглашению Киева, а в повестке стояли новые инициативы по реабилитации раненых военных, от расширения квот на лечение до обучения специалистов. Теперь, когда война тянется уже годы, а число тяжело раненых только растет, этот визит выглядит как продолжение и усиление тех договоренностей. Медиалицо, способное пробить усталость западной аудитории, снова входит в кадр. Официальные программы нынешнего визита пока либо не раскрываются, либо описываются максимально обтекаемо. Цели и программа визита принца пока неизвестны. Сколько продлится поездка и с кем он планирует встретиться, не сообщается. Но если сопоставить все предыдущие выезды: Гарри в Украину, Киев, Львов, встречи с ранеными личным составом, участие в проектах Супергуманс и Invictus, становится ясно. За кадром перрона и красивых цитат его ждут госпитали, закрытые переговорные комнаты и новые договоренности о том, как сохранить тех, кто уже заплатил за эту войну своим телом.